Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. Всем очень-очень рада. Энергия денег. Разгоняем энергию денег максимально сегодня. Сегодня у нас еще новолуние. По факту у нас астрологический год завершается, да, такое время очень, может быть, кому-то на что-то нужны срочные деньги, закрыть какие-то вопросы, может быть, у кого-то какие-то новые проекты грядут. В общем, все про деньги. Рисовать можно, конечно же, не только сегодня, когда захочется. Главное, формулируйте тему. О том, как загадывать желания, я об этом говорю постоянно. Сейчас вкратце напомню полную версию. Смотрите видео «108 желаний». Рассказываю очень подробно. В настоящее время утвердительная форма без отрицательных частиц. Не забудьте обязательно указать свои чувства, которые будете испытывать, когда достигнете желанной цели. И, конечно, поблагодарите. Благодарность – это великий множитель. Чем больше вы благодарите, тем больше вам дают. Хотите получить денег? Дайте кому-то деньги. К вам деньги придут мгновенно. Итак, как вы поняли, тема у нас сегодня – деньги. Их величество – денежная энергия. Потому что деньги – это в первую очередь энергия, и вот столько вот мне сейчас хочется. Это может быть какая-то определенная сумма, где вы… Это может быть какая-то определенная сумма, где вы сразу заложили несколько каких-то своих материальных желаний. Можете сразу пронейрографировать. Почувствуйте, дышите. Энергия денег, она всегда такая у нас яркая. Все эмоции, которые вы испытываете на самом деле к деньгам, у вас сейчас всплывут на поверхность. У кого нет проблем, у тех все хорошо. У кого какие-то трудности, негативные установки, вам сейчас будет не очень хорошо. Но вы работаете со своим подсознанием, ничего не бойтесь, ничего не пугайтесь. Вам показывают, рвется там, где тонко, поэтому если у вас какие-то негативные ощущения сейчас возникли, просто проработайте впоследствии все свои установки денежные, ограничения. Для этого на канале есть масса информации, пожалуйста, пользуйтесь. Ну а я нейрографирую свой денежный круг. Опять же, желание. Очень часто возникает вопрос, как загадывать желание. А что мне загадать? Мне загадать там отпуск или мне попросить деньги на отпуск? Мне загадать платье или мне попросить деньги на платье? Мне попросить автомобиль или деньги на автомобиль? Конечно же, деньги на что-то всегда приходят быстрее. И я очень часто отвечаю на этот вопрос в комментариях. Люди почему-то не любят читать другие комментарии. Но не суть. Смотрите, когда вы говорите о том, что «а что мне попросить?», если вы изначально уже формулируете так вопрос, тогда ваша цель окончательная – это не деньги. И какая разница, как к вам придет тот автомобиль или то платье, или тот отпуск. Просто доверьтесь Вселенной. Вселенная всегда вас слышит, Вселенная всегда исполняет наши желания. А что же касается людей, которые желают просто денег, это я. Я правда люблю деньги. Это значит, что моя конечная цель в итоге деньги. Это значит, что я не пойду их никуда тратить. Ни на какое платье, ни на какой отпуск, ни на какие украшения. Это значит, что моя конечная цель – деньги. Да, я хочу, я вам в буквальном смысле этого слова заявляю, я хочу денег для того, чтобы их обнять и сидеть с ними в обнимку, для того, чтобы их поцеловать, положить в сейф, но сначала я их положу возле постели, буду с ними засыпать и просыпаться. Вот если у вас есть такое желание, сидеть в обнимку с деньгами, обнимать их, спать с ними, положить их в сейф, как бурундучок, то да. Ваша цель – деньги. В остальных случаях ваша цель не деньги. Но сейчас мы работаем именно с энергией денег. Денежки, денежная наша энергия. Как же нам ее прокачать? Я думаю, вы все уже догадались. Разогнать, прокачать. Это будет один большой треугольник. Сам по себе треугольник сейчас для вас безопасен. Но опять же, опасность треугольников. Я не верю в опасности. Опять же, кто боится,
можете бояться дальше, мои хорошие. Кто хочет менять свою жизнь, богатеть, это пожалуйста. Не стоит бояться треугольников. Самое популярное видео 80 с чем-то тысяч просмотров, более 4000 лайков на канале и просто фантастические отзывы. Даже спрашиваю периодически, а как у вас? И на что мне все говорят, что фантастически работающий алгоритм, деньги приходят, откуда не ждали, мгновенно. Ничего из того, что я вам даю, мои хорошие, не может вам навредить. Навредить вы можете себе только сами, своими мыслями, потому что вы сейчас работаете со своим подсознанием. Так что вопрос от того, энергия ли конфликта это или мощная энергия для действия, для того, чтобы все наконец-то начало активно развиваться, решать вам. Я очень позитивный человек, деньги ко мне всегда приходят легко, потому что я с ними расстаюсь легко. Кто не смотрел видео, как я хвалю и бесконечно восхищаюсь курьерами, на самом деле, если мне хочется денег, вот прям в моменте, сижу дома и хочу денег, я заказываю курьера и оставляю ему щедрые чаевые. Вот так все просто работает. Меньше чем через час я получаю фантастические суммы. Намного больше, чем потратила на человека, который откуда-то там шел, что-то мне ввез. Обязательно будьте благодарными. Будьте благодарными искренне, не ожидая ничего в ответ. Потому что когда вы даете, условно говоря, тому же курьеру, какому-то блогеру, когда вы что-то там оплачиваете с благодарностью, просто искренне, потому что вам хочется сделать человеку приятно, не ждите ничего в ответ, в этом еще секрет. Тогда вам приходит фантастической прогрессии, очень много денег. Конечно же, для того, чтобы раскачать свою энергию денег, чтобы вот это вот желание завибрировало мое. Очень похож алгоритм на энергия счастья, как-то так я его назвала. Алгоритм счастья, да. Очень рекомендую. Понимаете, смотрите, вот у вас есть круг, достаточно гармоничный, идеальный. Это вот самая идеальная фигура, пожалуй, круг. Почему я его не реграфировала? Об этом тоже есть видео, можете посмотреть, для чего, как оживить фигуры. Потому что наше подсознание какой-то идеальный круг не воспринимает. И в нашем мире нету ничего идеального по форме. И что-то не идеальное, неровное по форме, оно быстрее западает нам в подсознание. Треугольник. Дальше мы его как будто пронзаем, всю вот энергию берем, собираем в кулачки в наши и направляем, чтобы деньги к нам пришли. И теперь посмотрите, что происходит. Дышите. Можете даже вывести вот этот треугольник в социум. Посмотрите, как будете себя ощущать, если у кого-то очень сильно зашкаливает энергия, будет полегче. Вы просто не привыкли к зашкаливающей энергии, тогда сейчас вот может немножко заносить, но распирать, скажем так. Нейрографическая линия, она бионична, она похожа на линии природы. Она очень мягкая, идет туда, где вы не ожидаете ее увидеть. Округляйте все, что округляется. Это не алгоритм снятия ограничений, поэтому если где-то что-то недоокруглили, тут ничего критичного нет. Камон, гайс, мы тут треугольник с вами только что нарисовали. И вот смотрите, что я хочу теперь вам показать. И когда вот это вот свое желание денег я наполнила энергией, посмотрите, как оно начало вибрировать. Представьте себе, что это было у вас солнце, которое как зимой, вот как будто можно даже сказать не солнце, а росток, который вы посадили, и вот он у вас начал выпускать листики, или солнышко, лучи свои.
И вы посмотрите, как вот ваше желание денег начинает расти, увеличиваться, соответственно, через солнышко у нас согревает как? Через любовь. Мы не говорим о жарком солнце, когда прям к нему, если подлететь, да, оно сожжет. Мы говорим именно о тех теплых лучах ласковых, благодаря которым все в этом мире оживает, природа просыпается. Вы просыпаетесь. Сейчас, если у кого-то вообще, в принципе, упадок сил, кто знает, я тут вообще 3 дня встать не могла, кто подписан на меня. Сейчас просто, во-первых, энергии такие, понимаете, заканчивается зима, да, сейчас у всех отсутствие каких-то сил, отсутствие энергии может быть, поэтому я вам так часто говорю о том, что восполняйте свою энергию, будьте в ресурсе. Причем у меня вообще ничего не предвещало какого-то там выгорания. Так, чтобы, ну как так можно, да, до смешного. Поела, деликатес называется, и все, и больше не встала. Посмотрите, сколько у меня лучей появилось. На схеме вообще изначально, когда я готовилась, их было несколько меньше. Теперь наша с вами задача все это округлить. Можно пройтись несколько раз, выводите лучи в социум, выводите все это в поле и наблюдайте за своими ощущениями. Если где-то что-то не округляется, не волнуйтесь. А теперь представляете, к вам пришли вот эти вот деньги. Проживайте эту энергию. Ощущайте их в своих руках, в своих ладошках. Сколько их у вас, этих денег? На что вы их тратите? Может быть, кто-то прямо сейчас покупает желанного котенка. Может быть, кто-то сейчас из вас оплачивает авиаперелет, чтобы слетать в долгожданный отпуск со своей семьей. Что вы делаете с этими деньгами? Не забывайте, что все деньги, которые к вам приходят, в первую очередь вы должны заплатить себе. И то, о чем никто, кто это делает, не говорит, потому что нельзя рассказывать о своей благотворительности, потому что получается для Вселенной это как вы хвастаетесь и кичитесь этим. Благотворительность — это то, что делают все молча и просто делают. Кому вы помогли? Кто благодаря вам стал лучше жить? Может быть, вы кому-то надежду подарили? Может быть, вы кому-то дали смысл жизни? Мои деньги прям горят. Они горят, и в хорошем смысле этого слова они горят, они растут, Вы посмотрите, сколько лучей на моем солнышке. Лучи солнышка, сами острые уголки я не буду округлять. Точно так же, как и углы треугольника. Но если вам очень много энергии, почему треугольник — это энергия? Потому что почему нам нужен здесь треугольник, почему нам нужна энергия? Потому что все возможности, опять же, можно сказать, прямо сейчас, вот в моменте, кто сейчас рисует, кто будет дальше рисовать, прямо сейчас, в моменте, вот вся природа спит, знаете, у нее нет сил, она пережила зиму. Ну, так устроена Вселенная, да, и это вот надо просто принять. Соответственно, очень мало энергии. И где же вы возьмете энергию на исполнение своих желаний, если у вас ее нет? Конечно, ее нужно прокачивать. Видео
как быть в ресурсе называется, видео все про энергию, все, что вы хотели знать, переходите, смотрите, я собрала максимум. Я думаю, что немногие из вас знали, например, что у нас в теле, в нас течет 4 вида энергии, и каждую нужно восполнять. И очень важно держать баланс. Поэтому переходите, смотрите. И, соответственно, вот этот треугольник, который мы здесь сделали, он дает нам энергию. Не просто узнать о каких-то там возможностях для заработка, для дохода, может быть, еще какие-то у вас источники есть. Он дает нам энергию для того, чтобы встать, пойти и взять эти деньги. Кто боится, можете бояться дальше. Но я думаю, знаете, я, кстати, ни разу даже не выкладывала это видео, как вот, давайте сегодня порисуем вот это видео. Но смотришь статистику про треугольники, оно всегда в топе, его за день, в каждый час минимум смотрит 150 человек, представляете, каждый час. Так что очень рекомендую вам не бояться треугольников. Наслаждайтесь. Чувствуйте эту энергию. Вспомните сейчас, прямо сейчас. Сколько максимум денег у вас было в жизни. А теперь вот когда вы вспомнили, представьте, сколько денег, сколько вам сейчас лет вы за свою жизнь вообще получили. И поблагодарите. Знаете, нарисовала солнце, и меня настроение сразу как в солнце. Сразу все согревает своими теплыми лучами. А вы представляете, это же не просто солнце, это у нас энергия денег. Мы денег с вами просим. Можете сейчас повторить какие-нибудь аффирмации, можете просто благодарить. Я благодарю за все деньги, которые я получила в течение своей жизни. Благодарите. Можете представлять сейчас, как вы получаете деньги из всех возможных источников. Какая разница, откуда они придут? Пусть идут. Деньги – это всегда хорошо. Благодаря деньгам человек может жить, а не выживать. Благодаря деньгам человек может делать много добрых дел. И заботиться не только о других людях, о членах своей семьи, но заботиться об окружающей нас природе. Благодаря деньгам мы можем сделать этот мир лучше. Благодаря деньгам мы можем сделать будущее лучше. Благодаря деньгам мы можем заботиться о нашей прекрасной планете. Банально. Сейчас в голову пришло, хотела вас выяснить. Покупаете ли вы воду в пластиковых бутылках? Она не очень дорогая, даже там, везде в пластиковых бутылках вода дешевая, скажем так, а в стеклянных намного дороже. Однако пластик является большой проблемой для нашей окружающей среды. Подумайте о том, что вы готовы изменить прямо сейчас в своей жизни, чтобы сделать этот мир лучше. Ведь вы же богатый человек. Богатый, успешный. Вы посмотрите, сколько денег. Кстати, вот тоже интересный показатель. Обратите внимание, сколько у вас лучиков образовалось.
как вы направили, сколько энергии вы направили на свое материальное желание, в денежное желание, сколько у вас энергии, чтобы вот эта вот ваша денежная энергия завибрировала. Это, кстати, очень показательно. Никогда нельзя думать, что вот я один раз выписала там свои негативные установки в плане денег, зачем мне, еще больше не буду. Наоборот, делайте все по максимуму. Не устану вам повторять, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы жили там 20, 30, 40, 50 лет, сколько вам? И у вас были какие-то установки, вы жили в какой-то семье, были в каком-то социуме, да, а социум всегда на нас влияет, именно поэтому очень важно тщательно выбирать, с кем мы общаемся, для чего мы общаемся, на какие темы. Есть темы, которые, например, не стоит поднимать. Ну, вы же не можете перестать общаться со своей семьей, например, да. Кто-то может, но не все, но... Поэтому обращайте внимание, и все равно это влияет. И тут, получается, вы один раз думаете, проработали, и все отлично. Нет, надо работать с этим постоянно, это постоянная акция, потому что хотите вы того или нет, вы же не глухие, не слепые, вы видите какие-то новости, видите, что соседи говорят, что коллеги на работе говорят. И это не всегда хорошо влияет на вас. Вода камень точит, и если вы будете продолжать слушать какие-то там негативные установки, люди ведь разные бывают, не все осознанные, не все умеют, не все стараются жить осознанно. Многие уже приходят к этому, сейчас намного больше осознанных людей, нежели было 20-30 лет назад. Но тем не менее, работать нужно продолжать, потому что можете скатиться, когда будет тонко, когда будет уже рваться, можно скатиться, нам это не надо. Я прям наслаждаюсь, когда провожу когда обвожу еще раз свои лучики, свою денежную энергию. Можно я покручу работу? Мне будет так, если честно, удобней. А то я сейчас себе руку выверну. Работу можно крутить, можете включить себе сейчас музыку, Deep Relaxation на канале есть. Обязательно медитируйте под нее. И как можно чаще делайте тот самый квантовый скачок. Это переход из одного состояния в другое, то, что вы по сути делаете сейчас, но вы можете это делать без маркера. У меня на канале очень много людей, которые любят порисовать. Работа над собой, со своим подсознанием – это бесконечный поток. Это то, что нужно делать всегда, не останавливаясь ни на минуту. Пусть наши теплые лучи согревают все вокруг. Вы посмотрите, как к миру от моего солнца стало тепло. Линии доводим до конца. Вы сейчас находитесь в таком медитативном состоянии, кто слушает музыку какую-то, может дойти до альфа-состояния. Это все здорово. Представляйте свои деньги, представляйте их изобилие в вашей жизни. Деньги всегда легко приходят в нашу жизнь, потому что это энергия. Ей очень важно движение. И точно так же, когда мы тратим деньги,
не стоит никогда жалеть о том, что мы их потратили. Таким образом, они выполняют свою естественную функцию. Более того, если вы потратили деньги на свое удовольствие, вам придет еще больше денег. Деньги всегда приходят на удовольствие. На удовольствие, на радость. Но вот вряд ли мне теперь придут деньги на черную икру. Шутка, конечно, но тем не менее, нет, мой организм, я надеюсь, что не запомнил какую-то негативную установку. Не покупайте вы конфеты, которые стоят по акции сейчас. Купите свои любимые, сядьте и наешьтесь. Знаете, у меня история была в детстве, мне никогда не разрешали есть конфеты, у меня их особо и не было. Более того, если съешь там на конфету больше, тебе еще влетит. Но не суть. И будучи уже взрослой женщиной, зарабатывая миллионы, я не могла себе почему-то вот в голове сама не могла позволить взять и съесть коробку конфет. И меня так впечатлило, когда мой муж поставил передо мной коробку конфет, давным-давно еще было первый раз, и говорит, ешь. И я ее съела всю. Я никогда в жизни не испытывала столько эмоций, восторга и радости. Ну, у нас вообще в семье все любят разное, поэтому никто никого не объедает, и нет такого, что «а мне не досталось», да. На крайний случай купите 2-3 коробки конфет, 5-10, да, это всего лишь конфеты, они не могут стоить миллиарды. Я хочу вам донести, что получайте удовольствие от этих денег, даже когда вы их тратите. Как только вы потратили деньги с удовольствием, к вам сразу придет еще больше денег. Мне понравилось, я вам часто говорю о том, что хочешь денег, потрать деньги, хочешь денег получить, дай кому-нибудь деньги. И один из комиков на ТНТ, не помню, как его зовут, он говорит, думаю, жене куплю кольцо. Купил кольцо, оно там сколько-то стоило, несколько тысяч долларов. Покупает он ей жене кольцо своей, и ему тут же приходит заявка о том, что выступление, концерт, переводим предоплату. Потом еще, говорит, одна ситуация была, иду уже без жены, думаю, дай зайду посмотрю, ничего покупать не собирался. И тут смотрю, говорит, часики, ну прям в ее стиле, ну ей точно пойдет. Все так, как вот ей нравится. Он покупает ей эти часики, говорит, я не успел еще дойти домой и вручить ей их, как мгновенно пришла просто предоплата, даже без согласования. Так, вы знаете, я думаю, мне достаточно линий. Я получила сегодня с вами удовольствие, рисуя. Да, я надеюсь, вы не забыли поставить лайк и написать сердечко в комментариях, потому что ваши сердечки участвуют в нашем с вами энергообмене, а ваши подписки поддерживают баланс во Вселенной. Баланс во Вселенной главнее всего. Все, я вам рассказала. Теперь я перехожу к цвету. Мне хочется, знаете, самое интересное, что у меня нет желтого. Но ничего страшного, у меня будет розовое солнце мое. Я не знаю, где у меня желтый сейчас потерялся. Берем цвет. Наблюдайте, как вы себя ощущаете. Я думаю, по моему голосу все увидели, что у меня некий прилив сил, прилив энергии. Не забудьте, кто рисует сегодня, кто только сейчас, вот кто сразу, как я выложила видео, включает. Обязательно пропишите, пожалуйста, мои дорогие, сегодня 108 желаний. 108 желаний – это сакральная цифра.
Подробное видео есть на канале. Пишите 108 желаний, первое, что придет в голову. Денежные, материальные желания, все что угодно. Понимаете, сейчас время очень крутое. Во-первых, вы можете конец астрологического года. Да, именно так, потому что у нас новолуние сейчас в Рыбах. Следующий уже будет у нас в Овне, и как бы с Овна начинается, да, астрологический год. Далее, кто сейчас завершает какие-то дела, какие-то проекты, чтобы вот закончить, вдруг вам нужны какие-то материальные там доходы, материальная какая-то помощь, что-то вам вот нужно, смело все просите. Обязательно в этом месяце нужно все довести до конца, или можно уже сажать семена, чтобы весной у нас уже взошли наши долгожданные плоды. Точнее, первые цветочки появились, плоды будут чуть позже, но у кого-то могут и сразу. Желания исполняются исключительно на уровне вашей энергии. Только вы уровнем вашей энергии исполняете ваши желания. И когда вот мы собирали эту энергию в кулачок, пронзали ею наше денежное желание, нашим треугольником, я вас спросила, а у кого сколько лучиков получилось? Пишите в комментариях, что получилось у вас, очень интересно, и обязательно делитесь результатами. Я всегда все читаю, и не бойтесь вы радоваться и делиться с другими своим исполнившимся желанием. Другие за вас порадуются, и кому-то вы, может быть, подарите надежду. Получается же как обычно? У звезд получается, ну это же звезды, куда нам до них? А когда обычный человек достигает каких-то желаний, которые вот можно подойти, потрогать, пощупать, да, написать, узнать, тогда оно все, конечно, в это начинаешь верить намного сильнее. Ну, а как известно, чем сильнее мы верим, тем быстрее все исполняется. Чудеса случаются с теми, кто в них верит. Розовые. Знаете, ну, любовь, розовая – это любовь в первую очередь. И в самом начале видео я вам говорила о том, что как солнышко всегда с любовью согревает нас своими лучиками. Наблюдайте за своими ощущениями, что вы чувствуете, что вы испытываете. Как меняется ваше восприятие, когда вы добавили цвет. Где-то будет не округлено, можете округлять после. Я даже сейчас вижу, можете сейчас округлить. То есть, если вы где-то что-то недоокруглили, хотя я тут проводила, но вдруг вам кажется, что нет, можно потом вернуться, доработать. Но что делаю я? Я отпускаю, я к работам, если в течение ближайших суток, возвращаюсь. Но если позже, нет, желание отпустила, и оно все к вам придет. Не надо контролировать Вселенную. У нее есть миллиард вариантов для того, чтобы исполнить все ваши желания. Вот такое вот у меня солнышко получилось. А вот здесь вот я, кстати, заменю на... Я, кстати, поняла цветовую гамму, которую я хочу.
Все-таки это солнце. Можно накладывать цвета друг на друга, можно где-то сильнее нажимать на карандашик, где-то помягче. Наблюдайте за своими ощущениями. Ваши ощущения – это самое главное. Закрашиваем две и более ячеечки рядом. Вот посмотрите, пожалуйста, видите, у меня мой цвет Тиффани накладывается на мои розовые лучики. Но идея остается все равно. Треугольник, он отчетливо виден. Можете его подчеркнуть. Кто-то делает прям яркие кончики у треугольника. Такое тоже допустимо. Можете, чтобы ярким оно светилось каким-то. Я кручу работу, потому что мне так удобнее. Вы тоже можете ее крутить. Знаете, что я вам хочу сказать? Вот даже кто на меня давно подписан, кто со мной рисует, такой цветовой гаммы у меня еще точно никогда не было. Самое главное, что когда мы меняем свое подсознание, меняйте его, ничего не бойтесь. Берите те цвета, которые вы никогда не брали. У меня вот ребенок забрал карандаши, и по сути у меня тут 3 коллеги, можно сказать. По поводу хейтеров сразу всем спасибо огромное, я вас очень люблю, благодаря вам я становлюсь лучше. Те, кто пришел за знаниями, конечно же, как всегда, мне наговорит сейчас кучу комплиментов, за что вам огромное спасибо, я это очень ценю, мне это очень приятно. Ну, а те, кто скажет, у нее нет карандашей, я вам очень настоятельно рекомендую работать со своими установками. Какой-то очень темный цвет, знаете, он мне не нравится. Я хочу взять другой. Почему-то... Можно я салатовенький возьму? Где-то послабее нажимаете. Вот вообще неожиданная цветовая гамма. Я не знаю, что это. Но зато сразу понятно. Деньги, 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 деньги. Любовь. Все пропитано и пронизано любовью. Здесь мы, наверное, возьмем вот эти 2 цвета. Конечно, надо, да, работать как-то мои лучики.
чтобы они светились. Обращайте внимание, какие у вас цвета. Не важно, что говорят психологи. Важно, с чем они у вас ассоциируются. Ваше восприятие намного важнее. Условно говоря, у меня зеленый, конечно же, деньги, а вот желтый у меня богатство. Красный, розовый у меня любовь, красный это у меня энергия, страсть, драйв, голубой, фиолетовый у меня какая-то, я не знаю, как подобрать это слово, какая-то магия или какая-то британская корона, вот нечто такое, монарше, вот как-то так, да. Синий, чистота, здоровье, свобода. Я вам об этом все время рассказываю, но если кто забыл. Не обязательно всю работу так делать, но как вы захотите. Просто слушайте себя. Главное, чтобы работа вам нравилась. Я не художник. И я делаю так, как нравится мне. В силу моих, разумеется, возможностей. Я не Пикассо и не нарисую эту картину никогда. Но вы же занимаетесь творчеством, поэтому... Нравится должно вам. Никто вам оценку не поставит. Вы создаете сейчас яркие впечатления, вы создаете сейчас другие впечатления в своей голове, новые нейронные связи, меняете свое отношение, свое восприятие, проживаете эти деньги. Деньги это круто, деньги это хорошо, деньги любят все, деньги хотят все. Вам врут те, кто говорит, что денег не хотят, так не бывает. Это значит, люди очень-очень сильные врунишки. Те, кто говорит, деньги не главное, welcome to my shorts. Там я очень подробно отвечала на этот вопрос. Спасибо всем за поддержку. Очень было приятно, когда все разделили мое мнение. Конечно, мне приятно, когда я получаю комплименты и какой-то такой хороший, добрый фидбэк. Ну вот и все, мои дорогие. Вот она, моя энергия денег. Одну секундочку, сейчас нам нужно... Чемодан маркеров. Сейчас нам осталось совсем немного линии поля и фигуры фиксации. Линии поля может быть 2, 3, 4, 5, whatever, больше 5 не нужно. Линии поля, когда мы проводим, мы с вами говорим о том, что, дорогая Вселенная, я тебе доверяю, я вот сделал все, что мог, пожалуйста, помоги. Пусть это будет линия любви. Давайте любви. Пусть это будет линия любви, моей любви, искренней любви к этой Вселенной, к этому миру, к деньгам, ко всему живому на Земле.
Будет здорово, если у вас прям вот в макушку не упрется, чтобы уголок остался острый. Посмотрите, какая у меня фантастическая энергия денег. Мне очень нравится. И фигура фиксации, для того, чтобы ее почувствовать, можете закрыть глазки и провести ладошкой над своим рисунком, где будет гореть. Вот прям, я даже не могу руку к листу прислонить. Конечно, вибрирует мое солнце, моя энергия денег. Мое денежное желание, пусть энергия денег увеличивается в моей жизни. Денежки, дорогие, я вас очень сильно люблю. Приходите к нам, мы вас ждем, вам всегда рады. Что-то с этим маркером не так. Будем мучиться, мы вот этим проводим. Округляем, пожалуйста, все пересечения, ну а я уже не буду занимать место в эфире. Я вас всех благодарю за просмотр, желаю вам классного дня. Обязательно идите, напишите свои 108 желаний, напишите 108 желаний, заполните чек изобилия. Помните, что только вы сами определяете и создаете свою жизнь своими мыслями. Поэтому можете программировать свою жизнь каждый день. Дневник самопрограммирования вам в помощь. Все, что вы желаете, оно у вас всегда случается, вне зависимости от того, верите вы в это или нет. А для того, чтобы желания исполнялись как по взмаху волшебной палочки, нужно всегда быть в ресурсе. Видео есть на канале. Я вас всех благодарю еще раз. Всем классного дня. Ставьте лайк, если видео было полезным. Ну а кто хочет поблагодарить меня за классный контент или угостить чашечкой кофе, все реквизиты есть в описании. Всем хорошего дня!